Приветствую вас, друзья! У нас прогноз на любовь и отношения на осень для знака зодиака Телец. Расклад у нас будет из 3 вариантов. Тайм-код будет под видео. По цифре 1 у нас будет расклад на любовь и отношения для тех, кто уже состоит в отношениях или в браке. По цифре 2 для тех, кто в поиске любви. Ну, а по цифре 3 мы посмотрим для тех, кто в ссоре или кто расстался. Какие у вас перспективы помириться, что вас вообще ждет вас в этих отношениях. Хорошо, мы начнем с цифры 1. Давайте посмотрим, что ждет в любви в отношениях тельцов, которые состоят уже в отношениях или в браке. Это осенью. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Что ждет тельцов в любви в отношениях этой осенью для тех, кто уже состоит в отношениях. Что у вас происходит сейчас? Хорошо, что вас ждет осенью? Так, что нам скажет Ленорман? Тельцы для тех, кто уже состоит в отношениях, любовь, отношения, осень. Так, сейчас я вам посмотрю совет. У меня здесь несколько вариантов. Сейчас совет. Девятка пентаклей. Ну, во-первых, здесь может быть возвращение человека из прошлого. Например, для женщин, может быть, это бывший супруг. Может быть, это человек, с которым у вас есть дети. Может быть, у вас уже новая семья. Но вот этот человек, может быть, встречается с детьми. Здесь возникновение какой-то страсти. Если вы не женаты, здесь может быть, конечно, любовный треугольник. Но опять вот что-то из прошлого идет. Может быть, этот человек уже был в вашей жизни, потом как-то вы расстались, сейчас он опять, может быть, вернулся. Потому что две карты какой-то несвободы, зависимости. И здесь нет вашей масти, но вот у женщины здесь может быть какая-то подружка, то ли у вас мужчина уведет, то ли она уже ее увела. Тут может быть то ли разрыв какой-то подругой, то ли здесь будет женщина принимает решение расстаться с мужчиной, как бы, может быть, из-за того, что человек неверен. Или здесь как раз по дьяволу присутствуют измены. Может быть, вы в отношениях с королем жезлов. Для мужчин здесь может быть подстава от друга. То ли он заинтересовался вашей возлюбленной, супругой, а здесь тоже что-то. Потому что карты могут говорить о разрыве или о крупной ссоре, или даже вообще разорвать отношения с каким-то другом. Что вас вот ждет в любви? Вот опять какая-то несвобода. И здесь ложится королева кубков. Для женщин это вообще не ваша масть. То есть, может быть, здесь присутствие любовного треугольника, и отшельник говорит, что вы как бы в отношениях, и в то же время вы чувствуете себя в одиночестве. Как совет, если реально вы участвуете в любовном треугольнике, здесь карта говорит: займитесь собой. Постарайтесь делать так, как хорошо вам. Не старайтесь никому угодить. Еще идет информация, может быть, у кого-то страстное желание, вот у вас дети или родились, или уже подрастают, вам тесно. Вам нужно расширить свое жилье, может быть, купить квартиру побольше или приобрести дом. Но по финансам, может быть, есть ограничения. Здесь может быть помощь, тут может быть от мамы, или здесь получение наследства.
То есть вот в совет кто-то поможет вам поменять недвижимость. Но здесь женщине нужно будет принимать какое-то быстрое решение. Потому что вот промедление – это упущенная возможность. Может быть, реально какой-то друг или верный вам человек, родственник предложит свою помощь. И у вас есть шанс реально вот поменять. Или поменять, или приобрести, или купить. Может быть, человек даст вам на первый взнос ипотеки. Ну, а если у вас отношения с женатым мужчиной, то этот мужчина из семьи не уйдет. Да, мы смотрим на осень. Да, что у нас здесь? Ну, тут смерть, да. Тут кто-то будет переезжать, а кому-то нужно заканчивать эти отношения. Да, кто-то переезжает. Уверенность, император. А может быть, девятка-то говорит, что вы закончите эти отношения, а девятка говорит, что вы на пороге новых отношений, новой любви. А пока вы в этих старых отношениях варитесь, ваше сердце занято, и вы не смотрите на других претендентов. А тут, смотрите, карта говорит, смерть, да, заканчивайте, восстановитесь. У вас на пороге император. Так, давайте я еще Ленорман одну карточку вам достану. Может быть, вас останавливает, вот вы с человеком, с несвободным, вас пугает то, что вы останетесь одни. Ну, а вы и так одни. Вот у вас отшельник, карта показывает. У вас как вроде есть человек, а вы все равно ощущаете себя в одиночестве. Но здесь вот косой по паре, да, у кого-то, может быть, с какой-то подругой будет разрыв, у кого-то с другом, а у кого-то вот любовный интерес. Да, вот так у нас получился первый прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего. Хорошо, у нас расклад для тех тельцов, кто в поиске любви. Давайте посмотрим, какие у вас перспективы. Осенью влюбиться, познакомиться. Если карта покажет новые отношения, мы посмотрим, что это за человек. Ну, может быть, на что вам обратить внимание. Ну и совет, конечно. Тельцы, любовь, отношения. Осень для тех, кто в поиске любви. Что у вас сейчас? Ну, шестерка несет перемены в личной жизни. У кого-то, может быть, еще заканчиваются старые отношения. Может быть, вы принимаете участие в каких-то судах. Ну, например, там развод, дележка имущества, там дети, алименты, может быть, что-то такое. Пока очень много сил уходит туда. Кто-то, может быть, куда-то переехал, другой город, другая страна. Давайте посмотрим, что вас ждет в любви. Так, Ленорман. Тельцы, любовь, отношения. Осень для тех, кто в поиске. Да, что-то мне говорит о том, что пока вы к новым отношениям не готовы. Вот вам сейчас комфортно наедине с собой. Может быть, вы живете где-то за городом или много проводите времени, например, на природе. Но здесь карта говорит об уединении. Вот девятка жезлов – это когда человек закрыт, обложился вот этими жезлами, как забором, и никого к себе не подпустит. Это закрытость. Ну, двойка – это тоже сомнение. Я говорю, или вы здесь переживаете еще пока какой-то процесс, может быть, вы в процессе расставания, это требует от вас силы воли, это
тратится очень много энергии для того, чтобы справиться вот с какой-то жизненной ситуацией, которая внесла в вашу жизнь перемены. Это может быть вот именно уход из отношений. Ну, а старший аркан справедливости — это может быть, как я говорила, судебные дела, развод и все сопутствующее этому. Я не смотрю здесь переезда, я не смотрю здесь новую работу. И мы же всё смотрим отношения. Да, вот старший аркан звезда может говорить, что знакомство какое-то может возникнуть. И, как правило, это, скорее всего, интернет. Но у нас сомнения, вступать, не вступать нам в новые отношения. Здесь это из-за того, что прошло мало времени, вы и еще не восстановились. Может быть, и человек вас заинтересует, но вы пока не готовы, просто морально. Так, давайте я вам совет посмотрю. Здесь, конечно, карта говорит, слушайте свою интуицию, но вот девятка — это когда нанесли удар в спину, и теперь он не доверяет уже никому. А здесь вообще вы сопротивляетесь вот этим переменам, которые идут в вашу жизнь. Новые отношения, новая любовь. Потому что вы боитесь опять повторения старых ошибок. Опять какого-то провала, измены, предательства. Ну, вам нужно пройти процесс. Да. Вам еще рано. Вы сейчас будете, даже не будете, это карта совета. Она говорит, сначала уберите все то, что вам больше не нужно. Избавьтесь от прошлого, от прошлых переживаний. Закончите вот эти дела, восстановитесь. Да, вот после смерти должна прийти умеренность. Умеренность — это восстановление душевных, физических сил после каких-то передряг. А потом уже будете думать о новых отношениях, о новой любви. Здесь еще, вот, может быть, как Ленорман советует, больше находиться на природе, может быть, куда-то съездить, в отпуск, то есть вот отдохнуть. Скорее всего, в одиночестве. Ну или если птицы, может быть, возьмите какую-то подругу, друга, с кем вам комфортно. Да, что у нас здесь? Шестерка кубков. Может быть, тут была и тайная связь. Может быть, ну, то, скорее всего, все-таки развод. Я думаю, здесь не связь, тут был брак. Да. Так что пока вы должны пройти вот этот переход. Вот такой у меня получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всем хорошего. Давайте посмотрим для тех тельцов, кто поссорился, кто расстался. Какие у вас перспективы помириться? Стоит ли это делать? Мы совет посмотрим. Да. Так, что ждет тельцов в любви, в отношениях осенью для тех, кто расстался или кто поссорился? Что вас ждет в этих отношениях? Ну, давайте посмотрим, что у вас сейчас. Как интересно. Для женщин здесь вообще два претендента. Может быть, вы поссорились, расстались, что у вас еще кто-то появился? Туз пентаклей. Так, давайте я посмотрю, что вас ждет в любви. Я как такового примирения здесь не вижу. Может быть, это вообще новые? Да, у вас два туза. Туз пентаклей, рыцарь, король. Как интересно. Сейчас я еще посмотрю, что нам Ленорман скажет. Тельцы, кто поссорился, расстался. Так, что мне перевернутая карта. Я думаю, что это в поездке знакомство с таким королем кубков.
Мужчины влюбятся сами. Но вы знаете, здесь или это женщина или мужчина, это иностранец. Это очень важные судьбоносные отношения для вас. Здесь может быть какая-то внезапная поездка, может быть, это какая-то командировка, где вы можете познакомиться. Но я больше все-таки думаю, что человек где-то далеко. А за границей, может быть, вы в отпуск поедете, там познакомитесь, или это знакомство через интернет. Почему будут ограничения и ожидания приглашения или ожидания поездки? Луна может говорить о страхах, переживаниях, о ваших повышенных эмоциях. Я не вижу здесь примирения, я здесь вижу новую любовь. Здесь и очень будут стабильные отношения. Но здесь еще и чувства. Вот я говорю, опять рыцарь, какая-то поездка. Или человек приедет там, где вы живете. Иерофан — это может быть вообще другая страна. Так, совет сейчас. Смерть. Тут или карты советуют вам забыть о тех отношениях, которые были. У вас на пороге новые, судьбоносные, причем по ключу. Это очень важные для вас отношения. Но они произойдут в какой-то неожиданной поездке. Или же человек приедет. Но я больше думаю, вы. Смерть может говорить, что вот это новые отношения полностью поменяют вашу жизнь. То есть вам придется куда-то уезжать. Но, может быть, не сейчас. Потому что восьмерка и тройка легла. Да, восьмерка — это ограничение, может быть, связано с этим карантином. А тройка — это человек собрал чемоданы и стоит на берегу и ждет. Ждет своего корабля, вот этого, который его куда-то отвезет. Или вы будете ждать человека, который к вам приедет. В совет, если карта говорит, то вот те отношения, где вы поссорились или расстались, вообще забудьте про них. Это уже навсегда. Да, после смерти вернуться уже нельзя. Вас ждет совершенно новая жизнь. И такие два туза шикарные. Поэтому здесь вот такое для вас послание. У меня для вас все. Я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего. До свидания.